Глава 246. Сложное положение государства Цин. Прикрыв опухшее лицо, он поднялся на холм и сразу же увидел медленно летящего вдали огненного дракона. Вероятно, это был факельщик, ведущий кавалерию, в которой было несколько тысяч всадников. Этого и правда было мало. Что делала кавалерия? Они просто летели вот так. Это было слишком глупо и ничем не отличалось от самоубийства. Когда несколько тысяч кавалеристов добрались до тракта Зеленого дракона, из лесов Зеленого хребта вынырнули змеи-скорпионы. Кажется, кавалерия государства Цинь понимал, кто это такие. Эти звери были очень опасны, особенно ядовитый туман, который они испускали. Если они нападут на близлежащую деревню или город, то его завалит жертвами. Приказываю. Блокировать атаку демонических зверей. Если они прорвутся дальше, последствия будут ужасными. Один змей-скорпион мог отравить небольшой отряд. Справиться со стаей змей-скорпионов было легко, но как их найти, когда они выпустят повсюду ядовитый туман? Не говоря уже о том, что стояла ночь, и трудно было разглядеть даже ядовитый туман. Готовьте стрелы. Стреляйте. Они в 300 шагах. Убить их всех. Отказавшись от преимущества, кавалерия государства Цин задрала луки и запустила в змей-скорпионов густой дождь стрел. Стрелы ранили нескольких змей-скорпионов. Разозлившись, змеи-скорпионы перестали сражаться за еду и накинулись на кавалеристов. Не смея рисковать, кавалерия государства Цин отступила и выпустила ливень стрел, однако они почти не задели змей-скорпионов. Во-первых, убить змей-скорпионов было нелегко. Во-вторых, твердая чешуя змей-скорпионов устойчиво отталкивала стрелы. В-третьих, змеи-скорпионы были окутаны ядовитым туманом, и лучники, не способные разглядеть их в темноте, могли только стрелять. В такой ситуации хорошим было даже одно попадание из 10. На кавалеристов, как огромное цунами, покатился черный туман. Проклятие! Отступаем, скорее отступаем! Выкрикнул командир кавалерии, взмахнув мечом, и развернулся. Остальные тоже принялись отступать, но в этот миг поднялась буря, и ядовитый туман вмиг поглотил 300 солдат. Остановить яд змей-скорпионов было невозможно. Касаясь кожи, он просачивался сквозь поры, и небольшой дозы было достаточно, чтобы тело культиватора онемело. Ах! Я не могу пошевелиться. Кавалеристы упали на землю. И лошади, и люди ощущали, как их тело дергаются и теряют силу. Жестокие змеи-скорпионы устремились к ним и, раздирая их тело мощными клешнями, стали наслаждаться их плотью и кровью. Страшнее всего было то, что ядовитый туман парализовал людей, оставив их в сознании. Человек, отравленный змеей-скорпионом, мог лишь беспомощно наблюдать, как его тело рвут на куски и пожирают. Жалкие вопли остудили сердце остальных солдат. Черт возьми! Увидев, как солдаты корчатся на земле, командир кавалерии выпучил налившиеся кровью глаза. «Убейте! Убейте! Убейте! Мы должны убить их всех!» Кавалерия снова осыпала их стрелами. Змеи-скорпионы уже готовились насладиться пищей, как солдаты снова на них напали и вывели из себя. Оставив пищу, змеи-скорпионы снова напали на кавалерию. Змеи-скорпионы были стадными животными и умели нападать. Покинув узкий тракт Зеленого дракона, они разделились на несколько групп и напали на кавалерию со всех сторон. Темная ночь была для них лучшим камуфляжем. Змей-скорпионов скрывал темно-зеленый туман, который не было видно невооруженным глазом. Кавалерист, атакующий одного змея-скорпиона, не замечал, что сбоку его уже поджидали двое других. Ах! Меня отравили! Помогите, левый фланг попал под атаку чудовищ. Помогите, демонические звери атакуют правый фланг. Один за другим кавалеристы падали с лошадей. Непрерывные вопли заставили кавалерию впасть в хаос, и, наконец, змеи-скорпионы, убив командира кавалерии, окружили их. Бежим! Скорее бежим! На подмогу пришли несколько тысяч солдат, а сбежали всего 700-800. Остальные пали жертвами яда и стали едой змей-скорпионов. Змеи-скорпионы утащили трупы людей и лошадей обратно в каньон и под прикрытием тумана вернулись обратно на тракт. Всюду виднелись кровь, покореженные доспехи и сломанные стрелы. Чэнь Бин-Юй и Чутянь стояли на холме, все видели и ощущали свою беспомощность. Это были ужасные демонические звери, стая змей-скорпионов заняла Зеленый хребет, и люди не могли добывать ресурсы. Неудивительно, что толстяк с такой охотой продал свои шахты задешево. Нахмурив брови, Чэнь Бин-Юй прошептала: «Может, стоит связаться с центральным государством и попросить подкрепления. Ты видела жалкое состояние армии государства Цин.
Бойцы торгового чуда на вес золота, мы не можем ими разбрасываться, вздохнул Чутянь и подавленно произнес: на этот раз нам стоит держаться подальше, кто знает, какие трудности нас ждут, что нам делать. Твое тело еще не очищено от яда, сказал ей Чутянь. Мы можем вернуться в город. Словно забыв все случившееся, Чэнь Бин Юй одними губами спросила: мы собираемся в столицу. Зеленый хребет стал таким не вчера и не позавчера. Думаю, город Цин уже бьет тревогу, и у них есть план, поэтому мы им поможем. Чутянь оказался прав. Город Цин был взволнован до нельзя, в Зеленом хребте жило несколько тысяч змей-скорпионов. Прежде они не появлялись на человеческих землях. Неизвестно, откуда несколько месяцев назад взялись змеи-скорпионы и захватили Зеленый хребет. Зеленый хребет делил государство Цин на восток и запад, а тракт Зеленого дракона был важнейшим транспортным путем. Если закроется такой важный маршрут, остановятся все предприятия. Нетрудно догадаться, что потом случится с жителями государства Цин. Конечно же, государство Цин крайне беспокоилось и неоднократно отправляло на тракт Зеленого дракона войска, но они лишь несли потери. Многих солдат съели змеи-скорпионы, государство Цин потеряло много людей, стая змей-скорпионов лишила государства Цин 50 тысяч лучших солдат, поэтому, когда в громовом государстве грянула катастрофа, помогать должны были Центральное государство, Южное государство и государство Цин. Однако в приказе безмолвный правитель упомянул только Центральное и Южное государство, а про государство Цин даже не заговорил. В имперском городе знали, что у государства Цин проблемы, как они могли помочь громовому государству. Когда Чутянь прибыл в город Цин, то сразу ощутил подавленность. В трагической битве прошлой ночи государство Цин потеряло больше 2000 лучших солдат, и это был еще один нож в спину государства Цин. Как жители могли радоваться, уже 2 месяца они не знали, что происходит на востоке государства. Государство Цин не граничило с другими землями страны Южного Лета и зависело от тракта Зеленого дракона. Было бы странно, если бы город за несколько месяцев не погрузился в хаос. Ресурсы государства Цин были у них в руках. Шахты и заводы закрылись, многие потеряли работу. Экономика рухнула, а многие так голодали, что назрела опасность восстания. К Чутяню подбежал 5-й старейшина Юй. Мы нашли его, президент. Неужели? Вскинул брови Чутянь. Ведите меня туда. Через 10 минут Чутянь вошел в особняк богатого купца, разрушенного агрессивной бандой огромной акулы. Стражники были избиты, а служанки с бледными лицами лежали на земле. «Проваливай», босс Юй вынес из особняка толстяка, похожего на свинью, и кинул его на землю. Вытащив из ножен длинный белый клинок, он приставил его к шее толстяка. «Президент, мы застали его, когда он готовился бежать. Мы должны его убить». «Зачем вы так?» «Убийство средь бела дня». На пухлом лице Шэнь Юаня отражался страх. Задрав черно-синее от синяков лицо, он увидел вошедших Чутяня и Чэнь Бин Юй. Вы живы». Чутянь хладнокровно произнес: «Должно быть, ты разочарован тем, что я жив». Это было недоразумение, всего лишь недоразумение. Толстяк понимал, из-за чего на него напали. Прошлой ночью произошел несчастный случай, я тоже потерял подчиненных. Чутянь хмыкнул. Вот как? Демонические звери нападают не так уж и часто, раз в 3-5 дней. Я не знал, что нам не повезет, что они нападут, когда вы поедете к шахтам. ПФ. Встал перед толстяком Чутянь. Ты прекрасно знал об опасности, но не сообщил мне. Как ты это объяснишь? Что за ерунда, из-за демонических зверей я и продал тебе шахты. Стоили они недорого, ты должен был принять риски. Пожалуйста, успокойтесь. Спокойно, брат Юй. Неловко рассмеялся толстяк. Производство на тракте Зеленого дракона действительно встало, но государство Цинь обо всем позаботится, как и страна Южного Лета. Рано или поздно шахты принесут вам деньги. Если они вам не пригодятся, вы сможете продать их по высокой цене. И все же ты прекрасно знал об опасности, но не сказал нам, и многие погибли. Это ужасно, избейте его. Члены банды огромной акулы снова принялись его бить. Хватит, хватит. Живо завопил толстяк. Брат Юй, я верну 30 миллионов, считайте это извинением. Шахты, стоившие как минимум 360 миллионов золотом, Чутяню продали за 150 миллионов золотом, и цена была весьма низкой. Толстяк был прав, рано или поздно тракт Зеленого дракона зачистят. Государство Цин было ведущим производителем ресурсов, и если поставки прекратятся, это затронет все население страны Южного Лета. Чутянь нетерпеливо махнул рукой. Один только вид этой свиньи раздражает, заприте его. Пощадите меня, пощадите. 5-й старейшина Юй утащил визжащую свинью. Чэнь Бин Юй была несколько недовольна. Почему ты его отпустил?
Он всего лишь пешка и навредил нам случайно, сказал Чутянь и добавил: к тому же, у меня есть план, где может понадобиться помощь толстой свиньи. Что за план? Тракт Зеленого дракона замер 3 месяца назад, однако со временем катастрофа затронет город. Количество ресурсов уменьшится, а шахты упадут в цене. Думаю, многие захотят продать шахты, как этот толстяк, имеешь в виду, что воспользуешься шансом и захватишь ресурсы. Умница. У нас с собой нет столько денег, разве мы не можем купить их без денег? Издал смешок Чутянь. Поедем во дворец маркиза. Глава 247. Господин Цу. Восток государства Цин был в плохом состоянии, однако могло ли оно быть иным? Запад государства Цин был связан с другими государствами через озеро 4 государств, а восток государства Цин был отделен зеленым хребтом. Потеряв несколько месяцев назад связь со страной Южного лета, Восток наполнился разбойниками, повсюду вспыхивали бунты. Зарабатывать на жизнь здесь было уже невозможно. Государство Цин было богато ресурсами, но оно понесло потери, столкнувшись с такой суровой катастрофой. Чутянь и Чэнь Бин Юй прибыли ко дворцу маркиза. Должность мэра в государстве Цин занимал маркиз Зеленого леса, так что дворец маркиза находился в центре города Цин. «Стойте!» Несколько стражников подняли оружие. «Думайте, можете свободно здесь разгуливать». Чутянь издал смешок. «Я хочу видеть маркиза Зеленого леса». Стражник засмеялся. «Кто ты такой, чтобы видеться с маркизом?» «Я иностранный купец». «Вижу, государство Цин страдает от змей-скорпионов и не может зарабатывать на жизнь». «Я пришел, чтобы предложить помощь», — спокойно произнес Чутянь. «Пожалуйста, скажите маркизу Зеленого леса, что я знаю, как расчистить тракт Зеленого дракона». «Что? Ты? Что за шуточки?» Рассмеялись стражники, осмотрев Чутяня. «Проваливай и не трать наше время. Лучше пересмотри свое мнение о себе». Чэнь Бин Юй холодно произнесла: «Граждане государства Цин не могут даже зарабатывать, а маркиз Зеленого леса не желает поприветствовать ученых». Маркиз слеп и не видит таланты. Неудивительно, что государство Цин столкнулось с такой бедой. Чутянь нашел это странным. Чутянь прекрасно знал Чэнь Бин Юй. Если бы она могла сказать что-то одним словом, она бы так и сказала. Если бы ей не нужно было говорить, она бы даже на начало. Почти всегда она молчала, так почему сейчас взяла инициативу в свои руки и заговорила вместо него? Маркиз не замечал таланты, это было серьезное обвинение. Если бы эти слова сказали в обычное время, они не произвели бы эффекта, но сейчас было совсем другое время, стражники не верили, что у них есть блестящий план, но если они не пропустят их, пострадает репутация маркиза Зеленого леса. Они не смогут остановить процесс, если все вскроются. Ладно, буду с вами честен. Вы не можете увидеть маркиза Зеленого леса, потому что он уехал, чтобы привести в порядок восток государства Цин. Как он может сидеть сложа руки? Что? Маркиза Зеленого леса здесь нет. Чутянь не знал, что Зеленый хребет тянется на 5-6 тысяч километров, и через него проходит 6 разных путей. Самым крупным был тракт Зеленого дракона, по которому перевозили грузы и вели войска. Тракт Зеленого дракона перекрыли, но можно было пользоваться другими 5 путями. Они были узкими и опасными, но по ним все равно можно было пройти. Как они могли ничего не делать, пока на востоке государства Цин бушует хаос? Они не могли расчистить тракт Зеленого дракона, зато могли успокоить восток государства Цин, а потом постепенно придумать план. Если они не смогут ничего сделать, они могут попросить помощи у имперского города. Чутянь нахмурился, потому что подобное в его планы не входило. Он не ожидал, что маркиза Зеленого леса тут нет. Кто знает, когда он вернется. В этот миг вышел юноша в зеленой мантии. Одежды его были красивыми, а из-за худого тела и бледного лица он выглядел весьма слабым. Его глаза сверкали, выдавая в нем скрытого эксперта. «Ах! Приветствую вас, преемник!» Сердце чуть и не дрогнуло. Это был преемник маркиза Зеленого леса. Юноша в зеленом резко приказал: «Мне нужна трава изгнания зла, чистый яркий цветок, черный и листый корень и трава гнилого трупа. Идите на рынок и купите все, что есть». «Есть!» «Кажется, ты почти нашел лекарство от яда змей-скорпиона». Нахмурив брови, юноша в зеленом посмотрел на Чутяня, взгляд его стал пристальным. Не обращая внимания, Чутянь загадочно улыбнулся и добавил: «Формула противоядия неплоха, но тебе не хватает одного важного ингредиента». Преемник маркиза Зеленого леса уставился на него. «О чем ты говоришь?» «Добавь сок гнилого ядовитого гриба, и получится идеальное противоядие», — сказал Чутянь, и тон его голоса изменился. «Но даже если ты создашь противоядие, это не поможет. Бороться с ядом противоядиями — хорошее решение для алхимика, но противоядие не покончит с кризисом государства Цин.
Только идиот будет тратить время на создание противоядия. Как самонадеянно. Испуганно задрожали стражники. Преемник разозлился, все кончено, этот юноша просто напрашивается на смерть. Преемника маркиза Зеленого леса переполнял гнев. Господин Цу — талант, потрясший мир, который изо всех сил пытается спасти жителей, а что делаешь ты? Ты посмел прийти ко дворцу маркиза и оскорбить господина Цу? Немедленно поймайте этого нахала. Глаза Чэнь Бин Юй кровожадно вспыхнули. Все хорошо, хорошо. Поднял руку Чутянь, останавливая ее, и со смешком произнес: я еще ни разу не был в тюрьме, так давайте. Уже скоро кое-кто лично нас освободит, стражники заковали их в цепи. Пройдемте с нами. Я пойду, сказал Чутянь преемнику. Запомни, что я сказал, и передай это господину Цу. Их отвели в тюремную камеру во дворце маркиза и заперли. На лице Чэнь Бин Юй отражалось недовольство. Ее уважали даже маркизы Южного лета, и она никогда не думала, что однажды ее запрут в тюрьме. Что? Ты злишься? Почему бы нам просто не сбежать? Никто не может остановить меня. Пока тут нет маркиза Зеленого леса, Чутянь возмущенно возразил: насилие не решит наших проблем. Не стоит просто так нападать на людей. Прищурившись, Чэнь Бин Юй посмотрела на него. До сих пор винишь меня в том, что я напала на тебя? Нет, лицемер, ладно, признаю, я такой недалекий, ты ненормально мыслишь, задумался Чутянь. Мы можем поговорить нормально. Чэнь Бин Юй села на пол и состроила хладнокровное лицо. Никто не знал, что скрывается под маской хладнокровия. Дворец маркиза, город Цин. В лаборатории. Господин Цу, доставили материалы, которые вам нужны. Преемник маркиза Зеленого леса, Мусюань, быстро вошел в лабораторию, где уже был обычный старец. Он был одет в простой серый халат, у него были седые волосы и доброе выражение лица. Оно казалось очень бледным, потому что он не отдыхал уже несколько дней. Ладно, принеси, господин Цу был странствующим ученым, и как только он узнал, что государство Цин в опасности, то добровольно вызвался помочь маркизу Зеленого леса. Сначала маркизу Зеленого леса было все равно, потому что странствующих ученых много, однако из уважения к пожилым людям он позволил ему остаться. В итоге все оказались поражены. Знания этого старого ученого превзошли ожидания маркиза Зеленого леса. По сравнению с известными учеными города Цин, он был ярким пламенем на фоне крохотных светлячков. Больше 100 ученых города Цин, объединившись, изучали яд змеи-скорпиона и за месяц не добились никаких результатов, однако этот старый ученый добился прорыва всего за 2 дня. Этого оказалось достаточно, чтобы все поняли, что это великий талант. Маркиз Зеленого лета был готов отправляться в центральное государство и просить лидера секты Юнь Тяньхэ, чтобы тот приехал в государство Цин и помог. В конце концов, знания Юнь Тяньхэ признали в стране Южного лета первоклассными. Однако этот странствующий ученый, который встретился случайно, оказался не хуже Юнь Тяньхэ, и это очень обрадовало маркиза Зеленого леса. Если этот старый господин сможет остаться в городе Цин и станет его помощником, это будет для города великим благословением. Никто не ожидал, что старец, наплевав на условия маркиза Зеленого леса, запрется в лаборатории и сосредоточится на яде змеи-скорпиона. Когда маркиз Зеленого леса увидел, что слава и удача ему безразличны, он отказался от этой идеи. Он снова попытался взяться за проблемы государства Цин. Господин Цу кивнул и сразу же взялся за лекарство. Проделав ряд сложных процедур, он, наконец, создал несколько разных лекарств. Теперь я проведу 80 первых испытаний противоядия. Я вынужден попросить преемника помочь мне с записью результатов. Господин Цу капнул противоядие в контейнер, где находился яд змеи-скорпиона. Когда лекарство смешалось с содержимым, черная жидкость стала стремительно испаряться. Но перестала исчезать, достигнув определенного момента. Осталось 48% яда, эффект противоядия слишком слабый. Нахмурил господин Цу белоснежные брови. 81-е испытание потерпело неудачу. Следующая попытка будет с дополнительной порцией чистых ярких цветов, остался 41% яда, эффект противоядия слишком слабый. Неудача. Осталось 45% яда, эффект противоядия слишком слабый. Неудача. Эксперименты подошли к концу, а Мусюань исписал несколько страниц с заметками с бросающимся в глаза словом «неудача». Наилучшим результатом были 30% оставшегося яда, что означало, что господин Цу научился сдерживать яд, но не мог его устранить. Господин Цу озадаченно произнес: «Всегда есть недостающий фрагмент, но что это за фрагмент?» Недостающий фрагмент. Мусюань услышал эти слова, в голове у него вспыхнула искра, и он вдруг спросил: «Господин Цу, если добавить сок гнилых ядовитых грибов, эффект будет лучше?» Гнилые ядовитые грибы. Гнилые ядовитые грибы. Гнилые ядовитые грибы имеют отношение к... Верно. Великолепно, великолепно, великолепно.
Не скрывал радости господин Цу. Быстро приготовь гнилые ядовитые грибы. Господин Цу добавил в рецепт противоядия гнилые ядовитые грибы. Приготовив лекарство, он налил его в контейнер. Они увидели, как чернота быстро исчезла, и уже через несколько секунд изначально черная жидкость стала прозрачной, как вода. Успех, они действительно достигли успеха. Осталось меньше 1% яда. Эффект такой сильный — это противоядие, которое нам нужно. Господин Цу с заметным уважением посмотрел на Мусюаня. Что удивительно, так это то, что преемник маркиза Зеленого леса так молод, но при этом силен в медицине. Для маркиза Зеленого леса это благословение совсем не для страны Южного лета. Старец ошибся. Мусюань с неловкостью возразил: «Вы ошибаетесь, господин Цу. Я вообще не разбираюсь в медицине». Глава 248. Истинный эксперт. Не нужно скромничать. Я не скромничаю. Господин Цу ему не поверил. Согласно моим исследованиям, яд змеи-скорпиона отличается от обычного яда. Он состоит из микроорганизмов тела змеи-скорпиона, так что это сложный биологический яд, и что с того, Мусюань ничегошеньки не понял. Биологические яды не похожи на обычные яды, даже у этих крошечных созданий есть преимущества и недостатки. Это означает, что чистое лекарство не может нейтрализовать этот яд. Так что моя идея с противоядием сработает не так гладко, как мне казалось. Потому что яд, страдая от атаки противоядия, сразу к нему приспосабливается, поэтому во время предыдущих опытов мы не могли уничтожить яд полностью, но Мусюань несколько удивился. Как это связано с гнилыми ядовитыми грибами? Еще как связано. Гнилой ядовитый гриб — слабо ядовитая трава, и ее основная функция — стимулировать живых существ, чтобы они поддерживали активную деятельность. Приняв слишком много гнилых ядовитых грибов, человек может сойти с ума и умереть. Если добавить их в противоядие, то он усилит детоксикацию, и организм научится избавляться от яда змеи-скорпиона. Господин Цу стал еще более взбудораженным. Это не самое замечательное место. В мире миллионы лекарств, а гнилой ядовитый гриб совмещается с каждым из них. Позволяя не менять формулу, господин Цу с взволнованным видом схватил Мусюаня за руку. В стране Южного лета предположить подобное могут лишь 3 человека. У тебя талант, и если ты взрастишь его, то завидовать тебе будут все знаменитые ученые. Это собирался с мыслями Мусюань. На самом деле это придумал не я. Не надо скромничать. Господин Цу был немного недоволен. Все эти дни ты следил за моими экспериментами, изучал мои приемы и очищающие массивы. Только ты мог подумать про гнилой ядовитый гриб. Даже могущественный ученый, не видя, как я работаю, не вспомнил бы про гнилой ядовитый гриб. Но он про него подумал. Что ты хочешь сказать? Господин Цу, не буду ничего скрывать, засмеялся Мусюань. Когда я приказывал слугам купить материалы, я столкнулся с весьма высокомерным юношей, который сказал, что он иностранный купец. Услышав список материалов, он сказал это, а я просто запомнил, что... Изменился в лице господин Цу. Как он мог, услышав всего лишь список материалов, догадаться о формуле? Невозможно. Не говоря уже о том, что даже если он изучает яд змеи-скорпиона, он не может знать, как именно я над ним работаю. Это невозможно. Одет он был как купец, поэтому я не поверил, что у него есть необходимые навыки, вздохнул Мусюань. Сложнее было смириться с его высокомерием или даже неуважением. А что он сказал? Это «ты можешь говорить, он оскорбил вас, господин Цу, назвал вас идиотом». Господин Цу вскинул седые брови. Чего? Он сказал, что все ваши действия бесполезны, что в них нет смысла. Увидев лицо господина Цу, Мусюань понизил голос и добавил. Я счёл его слишком высокомерным, поэтому приказал его арестовать. Неужели этот человек действительно существовал? Господин Цу думал, что Мусюань скрывает свою осведомленность. У наблюдателей всегда ясный взгляд. Последние несколько дней Мусюань наблюдал за ним и понял тип противоядия, тип яда змеи-скорпиона и методы очистки. У него не могли не появиться идеи, и хоть это было сложно, но все же не странно. Если прохожий понял формулу по нескольким материалам, даже не по целому списку, и даже исправил недостатки формулы, этот прохожий был страшным человеком. Господин Цу изучил несметное количество древних книг. Никаких записей предков в них не было. Не существовало лекарства против яда змеи-скорпиона. Неужели он действительно столкнулся с невиданным гением? Отведи меня к нему, я хочу его увидеть. Вдвоем они вошли в тюремную камеру. В сырой и холодной камере сидел юноша в парчевых одеждах купца. Лицо его было очень спокойным. На плече у него сидел лисенок, который насмешливо на них косился.
С ним была красивая рослая женщина в черной вуале, которая стояла, как статуя, и не говорила ни слова. 4 часа и 32 минуты юноша в парчевых одеждах медленно открыл глаза. Так долго Мусюань и господин Цу уставились на него. Этот парень заранее знал, что они будут его искать. Не удостоив Мусюаня взглядом, Чутянь посмотрел на старца, глаза его сверкали, как темные звезды. «Ты и есть господин Цу?» «Могу ответить на твои вопросы». Господин Цу понял, что столкнулся с истинным экспертом. Несколько секунд помолчав, он наконец сказал: «Я не очень талантлив, а благодаря твоему совету я смог создать идеальное противоядие, способное нейтрализовать яд змеи-скорпиона. Неужели это лекарство не может решить проблемы государства Цин? А не такой идиот, как я думал. Ты до сих пор не понял». «Ты», — разозлился Мусюань. Господин Цу тоже помрачнел. Еще никто в стране Южного Лета так с ним не разговаривал. Если этот парень ничего не объяснить, его ничто не сможет успокоить. У этого противоядия как минимум 4 серьезных дефекта. Ты о них пока не думал. Не думал. Пожалуйста, господин, скажи нам первый дефект, тихо сказал Чутянь, загнув палец. Ты уже изучал этот яд раньше, господин Цу, и согласен, что это сильный яд, не так ли? Так и есть. Раз это сильный яд, то активируется он мгновенно. Яд змеи-скорпиона парализует, поэтому отравленный перестает ощущать собственное тело, не так ли? Это действительно особенность яда змеи-скорпиона, тогда я нахожу это странным. Даже если воины, сражающиеся со змеи-скорпионами, возьмут с собой противоядие, как они смогут им воспользоваться? Будет ли у них время применить его? Это, так и есть, это быстродействующий яд. Хорошо бороться с ядом после сражения, но как это делать во время сражения? Второй дефект. Чутянь загнул еще один палец. Бороться с ядом противоядием умно, но применять его, считай себя самым умным, это глупая идея. С моими методами что-то не так? Нахмурил брови господин Цу. Пожалуйста, выскажи свое мнение. Яд змеи-скорпиона — биологический яд, поэтому в теле человека он всегда будет воспроизводиться, и количество противоядия должно быть критическим. Если его будет слишком мало, он не нейтрализует яд, а если его будет слишком много, противоядие само станет ядом. Думаешь, это правильно? Наконец, поняв смысл слов Чутяня, господин Цу широко раскрыл рот. В чашке Петри определенное количество яда. Это ты его туда поместил. Но сколько яда будет в реальных ситуациях? Когда микроорганизмы проникают в тело, они начинают размножаться, и измерить все трудно. Слова Чутяня были непрекращающейся атакой. Учесть медицинский аспект, забыв о жизненных фактах, это самый настоящий провал. Такое поведение недостойно эксперта алхимии. Господин Цу выглядел виноватым. Третий дефект. Чутянь загнул третий палец. Змеи-скорпион атакует непрерывно. Окутывая человека, ядовитый туман постоянно травит его. И какой толк от противоядия? В бою оно будет бесполезным. Они только избавятся от яда, как отравятся снова. Господин Цу согласен со мной. Господин Цу был в полном оцепенении. Четвертый дефект. Чутянь осмотрел господина Цу. Господин Цу выглядит нормальным. Должно быть, он вел жизнь дворянина. Ерунда. Наконец вмешался Мусюань, который был крайне недоволен поведением Чутяня. Господин Цу — странствующий ученый Мусюань. Глухо взревел господин Цу. Тело Мусюаня окутало давление. Мусюань явственно ощутил, что аура господина Цу не хуже, чем аура его отца, маркиза Зеленого леса. Неужели господин Цу лишь притворился странствующим ученым, скрыв свой высокий статус? Например, статус ученого из Большого Королевства. «Видимо, я не ошибся», — непринужденно произнес Чутянь. Неудивительно, что господин Цу делает противоядие из трав, которые нельзя поставлять на рынок крупными партиями. Как таким противоядием можно оснастить целую армию? Исходя из этих 4 замечаний, противоядие бесполезно и лишь называется противоядием. Господин Цу с этим согласен. Я потратил несколько дней, много материалов и рабочей силы, но все было напрасно. Выдохнул господин Цу. Это были жестокие слова, но ты расширил мои знания. Мусюань был потрясен. Неужели нет другого выхода? Выход есть, и помочь вам могу я, спокойно произнес Чутянь. Конечно же, бесплатно я не работаю, поэтому вы должны меня наградить, сколько ты хочешь. 200-300 миллионов, сказал Чутянь и подчеркнул. Но вы без причины посадили нас в тюрьму, поэтому должны компенсировать нам моральный ущерб. Думаю, сойдемся на 500 миллионах. Немного, правда. Что, 500 миллионов? Как этого может быть немного? 500 миллионов золотом, половина казны дворца маркиза. Какая алчность! Мусюань гневно заскрежетал зубами.
Ты тоже ученый, но господин Цу прибыл издалека, чтобы помочь государству Цин безвозмездно, а ты просишь за помощь такую высокую цену. Какой из тебя ученый? Я уважаю ученых, но я не ученый. Чутянь указал на свои красиво украшенные парчевые одежды. Послушай, я торговец, который не может позволить себе работать без прибыли. Зарабатываю деньги на чужих бедах, вот и все. 500 миллионов, и проблемы государства Цин будут решены. Все зависит от тебя. Или ты выберешь деньги, или нет. Если господин может решить проблемы государства Цин, глаза господина Цу загорелись, даже если эти деньги тебе не даст маркиз Зеленого леса, их дам я. Это была немалая сумма, целых 500 миллионов. Чтобы выплатить ее, дворец маркиза государства Цин должен был срезать мясо со своих костей, а господин Цу даже глазом не моргнул. Что же он за человек? Глава 249. Вакцина. Они не знали, что старец был очень богат. Он заплатил 500 миллионов, не моргнув глазом. Возможно, он был даже богаче, чем 8 маркизов. Нужно было попросить еще 1 миллиард, какая жалость. Если 500 миллионов решат проблемы государства Цин, маркиз государства Цин не может не выделить такую сумму, стиснул зубы Мусюань, словно шел на жертву. Но как я узнаю, что ты мне не лжешь, ты до сих пор не веришь в мои способности. Полдня я думал о том, как растворить яд змеи-скорпиона. Бог знает откуда Чутянь достал листок бумаги и, не глядя на Мусюаня, передал его господину Цу. Что думает господин Цу без лаборатории? Безо всяких экспериментов. Он нашел лекарство всего за полдня. Разве не бред? Если бы яд змеи-скорпиона было так легко растворить, ученым государства Цин следовало покончить с собой. Господин Цу не верил, потому что не смел поверить. Неужели в мире существовало такое чудовище? Яд змеи-скорпиона был сложным биологическим ядом из микроорганизмов, и сложность заключалась не в убийстве микроорганизмов. Микроорганизмы, обладающие сильной адаптивной способностью, реагировали на стимулы, и сработавший однажды яд во второй раз уже не срабатывал. Господин Цу решил применять яд, отравляя непосредственно микроорганизмы. Но опыты доказали, что лекарство бесполезно и не может решить проблемы государства Цин. Чутянь осматривал их лица. Он не мог их винить. Они были деревенщинами, когда не могли повидать мир. Чутянь мог справиться даже с демоническим зверем 3-го или 5-го класса, не говоря уж о звере 1-го класса. Жалкий змей-скорпион был для Чутяня пустым местом, в этом мире все равны. Змей-скорпион ядовит, но не может обитать в лесу. Вы когда-нибудь об этом задумывались? Чутянь презрительно посмотрел на Мусюаня. У змей-скорпионов тоже есть естественные враги. Неожиданное появление на тракте Зеленого дракона говорит только о том, что из естественной среды обитания их изгнали другие демонические звери. Мусюань нахмурился. И что с того? Знания людей ограничены, а мудрости людей недостаточно. Почему бы не применить знания природы? Почему бы не справиться со змей-скорпионами, натравив на них их врагов? Все это время вы были в государстве Цин, но так об этом и не подумали. Господин Цу принялся изучать исписанный листок бумаги. Сначала лицо его расслабилось, потом стало серьезным, а затем просияло. Господина Цу словно ударило молнией, его тело крупно дрожало. Белое лицо стало совершенно красным, словно ему открылись секреты небес. Оборванный лист бумаги. Но сейчас он был важнее, чем что-либо еще. Это был не просто лист бумаги, это была волшебная техника, способная спасти бесчисленное множество людей. Увидев, как за несколько секунд старый ученый не раз изменился в лице, Мусюань обеспокоенным голосом спросил: «Господин Цу, вы в порядке?» Господин Цу ничего не слышал. Он взмахнул рукой, он разрубил железные прутья, будто топором. Он взмахнул обеими руками, и дверь, пролетев несколько десятков метров, упала в конце коридора. Отброшенная дикой силой, она стала куском металлолома. Мусюань был поражен. Неужели старец лишился рассудка? Тебе конец. Сердито посмотрел на Мусюаня господин Цу. Как ты посмел обращаться подобным образом с почтенным человеком? Если бы не уважение к маркизу Зеленого леса, я бы тебя разрубил ладонью надвое. Мусюань чуть не сплюнул кровью. Неужели старец сошел с ума? Мусюань не сомневался, что хорошо воспитанный и спокойный старец, если бы не отец, действительно убил бы его одной ладонью. Что тут происходит? Мусюань никогда его не оскорблял и относился с большим уважением. Почему старец так отреагировал? Господин действительно талантлив и может спасти мир. Подойдя к Чутяню, старец трижды ему поклонился. Цу признает поражение. Увидев это, Чэнь Бин Юй несколько оторопела. Старец явно был необычной личностью, потому что реагировал слишком избыточно. Отряхнув одежду, Чутянь тихо произнес: «Раз ты понимаешь это, значит, ты не так уж и плох. Можешь задавать свои вопросы. Этот способ детоксикации, старец никогда прежде о нем не слышал. Это самый простой и грубый способ изготовления вакцин.
Вакцины. Что еще за вакцины? Му Сюань не были искусным алхимиком, однако небольшой опыт у него был, и все же раньше он о таком способе не слышал. Может быть, это новая технология. Судя по волнению господина Цу, это была непростая технология. Чутянь спокойным тоном произнес: змеи-скорпионы не наводнили зеленый хребет, значит, там обитают их естественные враги, и их больше одного вида. Эти живые существа могут есть змей-скорпионов, не страдая от яда, значит, в их крови есть антитела. Мой метод очень прост. Мы возьмем у этих зверей пробы крови и выделим антитела. Применив очищающий массив, мы поместим их в человеческое тело, выработав сопротивление яду. Старец никогда не слышал о такой технике, разволновался господин Цу. Алхимики континента всегда применяли противоядие и не делали ничего радикального. «Потому что ты недоучка», — хамски отозвался Чутянь. «Насколько я знаю, эльфы издавна создавали вакцины, борясь с биологическими токсинами». Он знает об эльфах. Страна Южного Лета была небольшой. Господин Цу убедился, что Чутянь явно иностранный купец. Иначе откуда ему это знать? Для страны Южного Лета и даже для всего человечества извлечение из крови демонического зверя антител и создание из них вакцины для человека было знаковым открытием. Господин Цу взволнованно произнес: «Мы возьмем антитела у кровавых ящериц, и это спасет нашу армию от отравления ядом змей-скорпионов. Мы победим их одним махом. Мой метод позволяет использовать антитела кровавых ящериц, но из-за различия между телом кровавой ящерицы и телом человека антитела со временем ослабнут. Как долго это продлится? Как минимум 3 дня, 3 дней было достаточно, чтобы уничтожить змей-скорпионов. Му Сюань недолюбливал Чутяня, однако у него не было выбора, кроме как признать, что его ровесник был настоящим гением. «Я уже предоставил вам метод», — сказал Чутянь, выйдя из камеры. «Когда я получу деньги? Можешь быть уверен, старец заплати все до последнего медика. У меня есть еще несколько вопросов о вакцине. Надеюсь, господин сможет на них ответить», — сказал господин Цуи, думая, что Му Сюань идет за ним, приказал: «Создай вакцину из кровавых ящериц. Чем быстрее, тем лучше». Му Сюань беспомощно ушел. Господин Цу задавал много сложных вопросов. Чутянь не был скупцом, и раз вопросы задавали, он на них отвечал. Поняв, что стоящий перед ним человек невероятно образован, господин Цу поразился еще сильнее. Никогда в жизни он не испытывал подобного. Он был неимоверно образованным. Столкнувшись с этим молодым иностранным купцом, господин Цу ощутил, что столкнулся с бесконечным океаном или огромным звездным небом. В молодости господин Цу 20 лет учился за границей. Он даже посещал невероятно могущественную древнюю империю. Этот опыт потряс господина Цу и стал для него незабываемым. Глубокие знания тамошних ученых и мудрецов поразили господина Цу. Но если бы он столкнулся с этими учеными сейчас, он бы этого не ощутил. Был ли жадным человек, спасший государство Цин за 500 миллионов золотых монет? Нет. Одна лишь идея вакцины стоила в 10 раз больше. Господин Цу понял, что с помощью энергетических массивов они смогут создать много других вакцин от других чудовищных ядов. Сколько людей от этого выиграют? Можно будет спасти зараженные земли, его можно было назвать гением, спасшим мир, и это не было преувеличением. Откуда приплыл этот человек, господин Цу несколько раз попытался хитро это выяснить, но Чутянь проигнорировал его попытки. Увидев, что сдаваться он не хочет, господин Цу беспомощно отступил. Естественно, больше всего господина Цу заботила разработка вакцины. Чутянь лично помог ему. Он собрал кровавую эссенцию кровавой ящерицы, применив очищающий массив, извлек антитела, которыми можно было рассеять яд змеи-скорпиона. Конечно, напрямую вводить их было нельзя, потому что это грозило смертью. Добавив несколько корректирующих материалов, Чутянь снова очистил вещество и создал бледно-желтую жидкость. Начните тест на живых образцах. Гоу Цан Цу нашел отравленного солдата и сразу же ввел ему лекарство. Солдат пришел в чувство меньше, чем через 5 минут, и не ощутил ни одного побочного эффекта. Гоу Цан Цу взял образец его крови для изучения. Содержание яда равно 0. Мы добились успеха. Мы действительно добились успеха. Беда, терзавшая государство Цин уже 3 месяца, отступила через полдня. Змеи-скорпионы были слабыми, и солдатам, невосприимчивым к яду, можно было не беспокоиться. Готовясь к созданию вакцин, дворец маркиза начал собирать материалы. Будучи честным человеком, Му Сюань лично выплатил 500 миллионов золотых монет. В конце концов, господин Цу не имел отношения к государству Цин и вызвался помочь сам. Как они могли допустить, чтобы господин Цу так тратился из-за государства Цин? Закинув коробку с золотыми монетами на плечо, Чутянь с удовольствием показал их Чэнь Биньюй. «Теперь ты можешь мне доверять». Чэнь Биньюй потеряла дар речи. Этот парень и правда знал, как зарабатывать деньги. Чутянь сказал Чэнь Биньюй: «Пока вакцина не распространилась, за 2-3 дня мы должны потратить все 500 миллионов в государстве Цин».
Глава 250. Дождь из золотых монет. Насколько богатым был Зеленый хребет, в государстве Цин располагалась половина всех ресурсов 8 государств. Зеленый хребет содержал в себе 80% ресурсов государства Цин. Теперь, когда тракт Зеленого дракона, дорога Зеленого хребта, закрылась на 3 месяца, бесчисленные купцы уже не могли переправить ресурсы. Если они не смогут перевести их вовремя, пошлины возрастут настолько, что они до самой смерти будут вопить. Они не могли оплатить семейные расходы и обслуживание заводов, что уж говорить про зарплату работникам. Оценить 3 месяца убытков было невозможно. У Чутяня, как у человека, не было недостатков. Он тяготел к благотворительности и хотел помогать бессильным. А теперь жители государства Цин не могли получать зарплату, средства крупных деловых семей подошли к концу, и пришло время его хода. Важную роль в этом должен был сыграть этот чертов жердяй Шэнь Юань. Именно поэтому Чутянь схватил его. «Выходи». Пятый Юй притащил жердяя с черно-синим лицом. «Знаешь, почему мы сохранили тебе жизнь?» «Потому что президент дает тебе возможность компенсировать свой проступок», жердяй был напуган и шокировал. Откуда взялись эти люди? Пятый Юй казался командиром небольшой группы, а был в царстве истинной души, как он мог сопротивляться? Если его убьют, его смерть будет напрасной, перед ним стояла коробка, полная золотых карт. Никогда прежде жердяй не видел таких денег. «Господи, мастера, что вы хотите, чтобы я сделал? Хватить болтать!» Чутянь закинул ногу на ногу. «Я знаю, что многие компании продают свои предприятия по низким ценам, и эти 500 миллионов на их покупку. Ты понимаешь, жердяй не был глупым и понял, что Чутянь хочет, чтобы он выполнил его поручение. Но Пятый Юй угрожающе спросил: «Что «но»?» Зеленый хребет бога ресурсами, большая часть принадлежит государству Цин. Они не захотят продавать ресурсы. В конце концов, их корни в государстве Цин, семья государства Цин жили здесь издавна и не хотели об этом забывать. Какими бы ни были результаты, они не продавали дело предков. В конце концов, начать все с нуля было не так уж и легко. И потом, сколько шахт можно купить всего за 500 миллионов? Если Чутянь купит слишком много шахт, это привлечет внимание маркиза Зеленого леса. Если процветание государства Цин окажется в руках чужака, маркиз Зеленого леса не будет с ним церемониться. Чутянь произнес: «Я хочу, чтобы ты в течение 3 дней связался с разными шахтами, лесопильнями и лекарственными огородами. Мне все равно, что за ресурсы они производят, я хочу их все. Ты купишь не ресурсы, а акции. Ты должен купить не меньше 20% акций, тебе понятно, купить акции, а не контроль». Звучало это весьма неплохо. Чэнь Бин Юй тихо сказала: «У Чутяня действительно есть деловая хватка, за 500 миллионов нельзя купить ресурсы, но можно приобрести акции, Чутяню не хватит людей, чтобы оснастить шахты рабочими. Лучше было инвестировать в шахты. Руководство останется у местных семей, а торговое чудо просто станет держателем акций». Воспользовавшись кризисом государства Цин, Чутянь хотел купить много акций, которые обычно купить очень сложно. Компании и семьи несли убытки, поэтому им требовались серьезные вложения. Эту проблему решат деньги Чутяня, и им придется согласиться. Среди основных ресурсов Зеленого хребта будут запасы Чутяня, а торговое чудо будет влиять на долину Зеленого дракона. Сначала она предоставит торговому чуду ресурсы, а потом торговое чудо даст ей крепкий канал поставок. «Оставляю это на тебя», — Чутянь поручил это Чэнь Бин Юй. «Мы постараемся набрать престиж и получить акции, не стремясь получить контроль. Наше влияние охватит весь Зеленый хребет». Есть Чэнь Бин Юй отправилась выполнять приказ. Чэнь Бин Юй была сильной, а Шэнь Юань хорошо разбирался в местности, поэтому Чутянь не беспокоился. Отправившись прямо во дворец маркиза, он стал помогать в создании вакцин. Господин Цу воспользовался возможностью, которая выпадает раз в 1000 лет. Вопросов у него было много, и Чутянь отвечал на все. Всего за 3 дня мировоззрение господина Цу перевернулось вверх тормашками. Начав с вопросов о вакцинах, он перешел на выращивание лекарств и, наконец, спросил про алхимию, массивы и поле. Над несколькими вопросами он даже многие годы работал, и господин Цу, узнав, что для Чутяня эти вопросы были ерундой, не знал, куда деться от шока и отчаяния. Это был удар под дых. Разве мог в мире найтись больший гений самородок? 3 дня пролетели быстро. Это были счастливейшие 3 дня господина Цу. Проблемы, которые терзали его много лет, были решены, он узнал многое, о чем не мог подумать сам, и просветлился. Всего за 3 дня он узнал больше, чем за 10 лет странствий. Для Чутяня это тоже были счастливейшие дни. Чэнь Бин Юй отправляла отчеты об успехах. Деревенские фермы, лекарские огороды, шахты и другие месторождения полезных ископаемых скупались по низким ценам. Деньги Чутяня получили больше сотни производств Зеленого хребта. Они продавали не только качественные ресурсы, но и делали скидку.
Жердяй действительно умел обманывать людей. Чтобы защитить его, Чутянь позволил ему стать менеджером государства Цин. В конце концов, он был местным, и это многое облегчало. Он добился больших успехов. Пришло время все заканчивать и возвращаться назад. Чутянь очень ценил время и не мог зря находиться в государстве Цин. Он узнал, что Му Сюань уже скоро распустит войска. Невозможно, невозможно. Мы изготовили всего 1500 вакцин. Говорил он, качая головой. Этого хватит лишь 1000 человек, как мы справимся со всеми змей-скорпионами. На рынке не хватает ресурсов, и я отправил людей на другие рынки. А мой отец вернется аж через месяц, да ты издеваешься, Чутяню хотелось проклясть его. Ладно, он поможет до конца, Чутянь уверенно пообещал. Дайте мне команду из 1000 лучших солдат, и я помогу вам уничтожить всех змей-скорпионов. Что за бред? Змей-скорпионов больше 3000. Сплюнул Му Сюань. Вакцина может противостоять сильному яду, но змеи-скорпионы очень сильны, а они на 8-м уровне совершенного тела. 1000 солдат с ними не справится. Я не двинусь с места, пока их не наберется 5000. Более того, кавалерия государства Цин подчиняется приказам моего отца, а отец уехал, как я могу ими командовать? Верно, если не удалить корень сорняка, возникнут неприятности. Уговаривал Чутяня господин Цу. Даже штормовая кавалерия не уничтожит всех змей-скорпионов разом. Тракт зеленого дракона узок и покрыт туннелями змей-скорпионов, и кавалерия понесет серьезные потери, эти двое и правда были идиотами. Нет им спасения, почему бы не подумать, что у него есть решение проблемы? Разве преемник не думает о проблеме? Спросил Чутянь у Му Сюаня. Аура маркиза зеленого леса слишком велика, и если ты будешь ждать его возвращения, чтобы он уничтожил змей-скорпионов, не будут ли ваши действия тщетными? Преемник не хочет брать на себя ответственность, брать ответственность. Не самая привлекательная перспектива. Прошу преемника быть уверенным. Я бы не стал ничего делать, не будь я уверен, твердо произнес Чутянь. У меня есть свои методы, и пока ты согласен с моим планом, я могу легко разобраться со змей-скорпионами. Да. У господина Цу загорелись глаза. Как господин Юй справится со змеи-скорпионами? Змеи-скорпионы — ничто иное, как демонические звери с низким интеллектом. Неужели мы не сможем заманить их в ловушку? Какую ловушку? Я изобрел чудовищно привлекательный массив. Чутянь достал готовый источник энергии. Он имитирует ауру, феромоны и даже зов. Он заставит змей-скорпионов вылезти и попасть в ловушку. Неужели в мире существовал подобный источник энергии? Увидев его, господин Цу поразился до глубины души. Этот энергетический массив был безмерно значим для наемников. Наемники охотились на демонических зверей, изображая приманки, и иногда даже платили за это жизнью. Если их заменит этот энергетический массив, насколько им станет проще? Самое главное, что этот энергетический источник можно было применять не только на определенных демонических зверях, но и на других видах. Выслеживать демонических зверей станет намного проще. Му Сюань был не до конца уверен, как мы уничтожим змей-скорпионов всего с 1000 солдат? Человеческие тела слабее звериных, не говоря уже о том, что их в 3 раза больше. Дело не только в массиве. Чутянь уже думал об этом. Последние несколько дней я следил за переменами погоды, и сначала можно установить убивающий массив. Сначала мы установим массивы, а потом, применив массив-ловушку, убьем их всех и отправим отряды на поиски выживших. Мы без проблем справимся. Услышав это, господин Цу взбудоражился. Му Сюань сомневался. Одно слово, да или нет. Ударил по столу Чутянь. Если ты решишь это сделать, мы за 2 дня всех уничтожим, а преемник станет героем государства Цин. Если нет, то завтра я покидаю государство Цин. Можешь ждать возвращения маркиза зеленого леса и спустя месяц пойти на змей-скорпионов. Прошло уже 3 месяца. Государство Цин завалило жалобами. Убытки каждого дня были неоценимыми, что уж говорить о месяце. Му Сюаня сильно волновал престиж. Если он сможет выйти из тени отца и в одиночку решить проблему государства Цин, его репутация просто взорвется. Что думает господин Цу? Я верю господину Юю. Хорошо. Сжав кулак, Му Сюань стукнул по столу. Собираем войска. Давайте сделаем это.